Здравствуйте, меня зовут Сергей, и вы на канале Поваренная книга, где вы найдете, как разнообразить ваше меню с помощью интересных и вкусных рецептов. И в этом видео я покажу, как приготовить рыбу под шубой из овощей. Это блюдо прекрасно подойдет как повседневная еда, так и для праздничного стола. Для этого блюда подойдет любая рыба. Выбор зависит от ваших предпочтений. Сегодня у меня пикша, но также я готовил семгой, форелью, камбалой и карасями. У карасей есть один небольшой минус. С этой небольшой и костлявой рыбки долго делать филе. Каждая рыба придает блюду свой уникальный вкус, но важно следить, чтобы рыба была свежей. Свежая морская рыба пахнет морем. Свежая пресноводная рыба пахнет озером или рекой. Если рыба имеет характерный неприятный запах, это свидетельствует о ее несвежести, что негативно скажется как на вкусе, так и на безопасности блюда. Исторически на русских землях к рыбе всегда было особое отношение. Ее любили и тщательно следили за ее свежестью. Если бы в дорогих кабаках Москвы и Петербурга в свое время перестали предъявлять живую рыбу перед готовкой, революцию бы устроили не пролетарии, а бояре. И намного раньше. Обычно я покупаю рыбу замороженную. И на сегодняшний день чаще всего замороженная рыба доезжает до нас замороженная дважды. Сразу ее вылавливают и тут же замораживают, чтобы довести до фабрики. На фабрике ей либо очищают, либо отрубают головы, либо делают филе и замораживают снова. Нередко современные большие рыболовецкие суда – это настоящие плавучие заводы, где рыба сразу вылавливается, тут же ее разделывают и упаковывают. И прямо с пирса она едет по магазинам. Это самый идеальный вариант, но, к сожалению, на упаковке никто не пишет, каким образом и как много раз была заморожена рыба. Наихудший вариант – это когда рыба приезжает в магазин одним огромным брикетом. На прилавке это обычно выглядит как мороженая рыба без упаковки, но поштучно. Такой брикет в магазине размораживают, делят на штучные единички эту рыбу и замораживают снова. И обычно это самая безалаберная и наихудшая по температурному режиму процедура, которая происходит с рыбой. Именно так и появляется неприятный характерный запах для рыбы. И теперь поговорим о овощах. В рецепте, который я полюбил в детстве, использовался только лук и морковь. Я же добавляю еще немного корня сельдерея. Это придает дополнительный вкус и аромат блюду. Также по желанию вы можете добавить болгарский перец, томаты, либо баклажаны. Каждый овощ придаст свои нотки вкуса этому блюду. В классической французской кухне есть такое понятие, как мирпуа. Это нарезанные кубиками и протушенные до полуготовности неокрашенные овощи. Обычно это 50% лука, 25% моркови и 25% корня сельдерея. Также могут добавлять пастернак, брюкву, корневую петрушку и зелень. Это очень похоже на знакомую всем нам зажарку. Обычно мирпуа добавляют в супы и соусы, а также используют для улучшения вкуса тушеных блюд. Изобретение мирпуа приписывают повару французского герцога де Леви Мирпуа в первой половине 18 века. Имя повару, к сожалению, неизвестно. Изначально рецепт представлял из себя то ли мясной соус с овощами, то ли тушеное мясо с овощами. Со временем мясо из рецепта пропало, а кулинарный прием начал служить для дополнения и украшения вкусов других рецептов. В России же такие овощи, как пастернак, корень сельдерея и корневая петрушка, не пользуются популярностью. И у нас остались одни лук да морковь. В современном рецепте мирпуа овощи обязательно надо аккуратно нарезать кубиками, чтобы в процессе обжарки морковь не окрасила все овощи. В данном же рецепте, который я показываю сегодня, вполне допустимо и даже желательно натереть все овощи на терке. Структура длинных волокон, получаемая на терке, помогает удерживать блюду форму после подачи. После того, как все овощи натерты, их необходимо обжарить в достаточно большом количестве растительного масла. Растительное масло имеет неприятное свойство впитываться в овощи, или овощи имеют неприятное свойство впитывать растительное масло. Это приводит к тому, что появляется доступ кислорода к поверхности соприкосновения непосредственно сковороды раскаленной и овощей. Так они пригорают, обугливаются и добавляют горький невкусный вкус. К тому же портится внешний вид. Пригаренки не очень хорошо выглядит. Поэтому я обычно использую 5% по массе от овощей растительного масла для обжарки. В принципе, этого достаточно для того, чтобы овощи не пригорели и позволяет избежать слишком большого количества растительного масла в овощах. После того, как овощи уменьшились на 2/3 и самое главное, лук потерял свой злобный вкус, снимаем овощи с огня,
Теперь к ним добавляем майонез. В рецепте, который я узнал в свое время, сыр добавлялся только поверх всего. По итогу получается шикарная сырная корка, которая, естественно, съедается в первую очередь. И блюдо становится менее вкусным и более вкусным. Поэтому я сыр добавляю еще в смесь овощей. И можно прямо все в той же сковороде, которую вы готовили, перемешать. По соли. На весь этот огромный объем я соли добавляю буквально пару щепоток. Потому что майонез соленый, сыр соленый. Лично для меня этой соли уже достаточно. Вы же ориентируйтесь на свой вкус. Теперь берем подходящую по размеру форму, выкладываем туда рыбу. Идеально будет, если она закроет все дно ровным слоем. Но даже если это будет как у меня, с небольшими просветами, ничего страшного. Опять же, чуть-чуть соли. Учтите, что соли достаточно в начинке. Тут просто немного присолить. И выкладываем овощную смесь сверху. И здесь есть небольшая тонкость. Чтобы рыба получилась сочной и нежной, овощи должны покрывать собой полностью всю поверхность вашей посуды. Так вся влага сохранится в рыбе. Ну и в сырной корке я себе отказать не могу. В разогретую духовку 200 градусов, примерно 25-30 минут. Рыба готовится очень быстро, овощи почти готовы. Осталось дело непосредственно в красивой золотистой сырной корке. После того, как я достал блюдо из духовки, я дал ему отдохнуть на свежем воздухе еще 20 минут. Так все вкусы перемешались, и блюдо стало комфортной температурой для поедания. И теперь можно спокойно сервировать и подавать. Его будет приятно кушать по температуре. Аромат сыра и овощей на всю кухню стоит просто невообразимый. Попробуем? Рыба сохранила всю свою сочность. Количество сока под шубой можно видеть. И по итогу блюдо хоть немного и расползается, но все-таки овощи почти каша, но сохраняет свою форму и вполне красиво для подачи. Приятного аппетита! Ставьте лайки, пишите комментарии, если у вас есть свои тонкости и нюансы приготовления похожих либо этого блюда. Обязательно подписывайтесь, если желаете не пропустить новые выпуски. До новых встреч!